Эта история не просто хроника необычного сожительства человека и птицы. Это глубокое размышление о том, что такое дом и как случайность может навсегда изменить судьбу. Каждое утро, ровно в 6 часов, тишину в доме семьи Нисимото нарушал один и тот же звук, резкий, но уже ставший привычным звонок стационарного телефона. Глава семейства, господин Нисимото, снимал трубку, уже зная, что услышит на другом конце провода. Голос станционного смотрителя из Кагосимы звучал вежливо, но с легкой ноткой обыденного смирения. «Господин Нисимото, ваша Лала снова на станции». В этом небольшом японском городе все знали, что если королевский пингвин в рюкзаке разгуливает по перрону, значит, у Лалы сегодня запланированы важные дела, и она решила начать свой день с небольшой инспекции окрестностей. Все началось так, как начинаются самые невероятные легенды, с чистой случайности, с происшествия, которое никто не мог запланировать и уж тем более предусмотреть. Обычный рыбак, закинувший свои сети в соленые, прогретые солнцем воды у берегов префектуры Кагосима, ожидал увидеть привычный улов. Но когда он начал вытягивать сеть, он почувствовал странную тяжесть. В ячеистых нитях запуталось существо, которому здесь было абсолютно категорически не место. Раненый, доведенный до последней степени истощения, в сетях бился королевский пингвин. Трудно представить себе более разительный контраст. Величественная птица, чьим домом должна быть суровая, ледяная субантарктика, с ее пронизывающими ветрами и вечным холодом, оказалась в субтропических водах Южной Японии. Она была за 1000 миль от своего дома, в чуждой среде, которая должна была стать для нее могилой. Но судьба распорядилась иначе, приведя ее в дом семьи Нисимото. Они не просто приютили ее, они превратили свой дом в госпиталь. Члены семьи бережно обрабатывали ее раны, следили за тем, чтобы она не перегревалась, и кормили ее самой свежей рыбой из своего холодильника. День за днем, под пристальными и заботливыми взглядами людей, эта странная и по-настоящему царственная птица крепла. Ее перья снова приобрели свой стальной блеск, а в глазах появилось прежнее достоинство. Когда Лала окончательно поправилась, Нисимото решили поступить так, как велел долг и здравый смысл. Они понимали, что дикое животное должно жить на воле, в своей естественной среде. Они отвезли ее к побережью, к самому океану, надеясь, что зов предков и запах соленой воды пробудят в ней желание вернуться в родные просторы. Лала вышла на берег, долго и внимательно смотрела на бескрайние волны, на горизонт, который звал ее назад, к вечным льдам. А потом она просто развернулась и своей характерной, неуклюжей, но решительной походкой зашагала обратно к машине, а затем и к дому. Они пробовали выпустить ее снова и снова, но результат был неизменным. С тем немигающим, абсолютным достоинством, которое способен проецировать только пингвин, Лала ясно дала понять: она не вернется. Она взвесила свои варианты, оценила риски и сделала окончательный выбор. И этим выбором
был не океан, а холодильник семьи Нисимота. Семья оказалась в тупике. Японское лето — это суровое испытание даже для людей. Оно наполнено изнуряющей жарой и такой плотной влажностью, что воздух кажется осязаемым. Для королевского пингвина такие условия должны были стать смертными. Логика кричала о том, что птице не место в городе, но Лала была непоколебима. Она стояла у входной двери. Она дежурила перед холодильником, глядя на домочадцев своими спокойными, глубокими глазами. Она ждала. И Нисимота сдались. Чтобы обеспечить своей необычной гостье комфорт, они построили для нее специальное помещение, небольшую комнату с мощным климат-контролем прямо рядом с основным домом. Там поддерживалась идеальная прохлада даже в самые знойные месяцы. Лала, удовлетворенная таким развитием событий, обустроилась там так, будто прожила в Кагосиме всю свою жизнь. Впрочем, во всех смыслах, которые имели значение, так оно теперь и было. Чтобы по-настоящему прочувствовать то, что происходило дальше, нужно вообразить себе саму атмосферу этого места. Тихий жилой квартал в Кагосиме, где дома стоят вплотную друг к другу, где все знают друг друга по именам, а владельцы лавок десятилетиями обслуживают одни и те же семьи. И вот, в одно прекрасное утро ворота одного из домов открываются, и оттуда выходит королевский пингвин. На его спине красуется маленький синий рюкзачок, на котором вышита мордочка знаменитого мультяшного пингвиненка Пингу. Лала не просто прогуливалась, она шла с четкой целью в одиночестве, направляясь к рыбной лавке, расположенной в 400 метрах от дома. Удивительно, но соседи не поддались панике. Никто не звонил в службу по контролю за животными. Напротив, они стали частью этого ежедневного шествия. Когда Лала проходила мимо их домов в жаркий день, люди выходили с садовыми шлангами и аккуратно обливали ее прохладной водой. Лала принимала этот жест с благодарностью, которая была видна в каждом ее движении. Она продолжала свой путь, не сбиваясь с шага, приветствуя знакомых так, как это делает опытный пассажир на перроне, коротким теплым взглядом, после чего только вперед. В рыбной лавке их ритуал был отточен до автоматизма. Лала входила внутрь, и хозяйка лавки уже знала, что делать. Она осторожно открывала рюкзачок, доставала оттуда кошелек, забирала необходимую сумму за покупку и вкладывала внутрь свежую рыбу. Лала была гурманом. Хозяйка отмечала, что ее фаворитами всегда были сардины и тунец. Иногда, в порыве симпатии, она давала Лале дополнительную рыбину в качестве награды за примерное поведение. После этого Лала разворачивалась, снова принимала освежающий душ от соседей по пути назад и возвращалась в дом Нисимота с таким видом, будто она просто выполнила очередное скучное, но необходимое поручение. И с ее точки зрения именно так оно и было. В семье Нисимота росли две дочери. Они взрослели бок о бок с этим пингвином, деля с ней пространство своего дома, ресурсы холодильника и ежедневные ритмы жизни. Лала не была домашним питомцем в обычном, конвенциональном понимании этого слова. Ее не держали в клетке или за стеклом вольера. Она была полноправным членом семьи со своим характером и причудами. Своим мощным клювом
Она научилась открывать оконные защелки, когда ей хотелось выйти на улицу. Она бродила до железнодорожной станции просто потому, что ей так хотелось. Она выучила несколько трюков, но выполняла их не за еду, а как будто из одолжения. Она предлагала угощение гостям, демонстрируя поразительный уровень гостеприимства. Местные детские сады и центры дневного ухода даже начали менять маршруты своих прогулок, чтобы они проходили мимо дома Нисимота. Маленькие дети собирались снаружи, глядя на мир широко открытыми от восторга глазами, когда Лала выходила поприветствовать их. С каждым таким визитом она становилась все более уверенной в себе, все более общительной, все более человечной в своих проявлениях. Старшая дочь Нисимото, Тадаи, спустя годы признавалась, что ее детство было настолько пропитано присутствием Лалы, что она мечтала когда-нибудь назвать собственного ребенка в честь этого пингвина. Вскоре слава о Лале вышла далеко за пределы Кагосимы. Сначала ее начали показывать в японских развлекательных шоу, а затем кадры с пингвином в рюкзачке пересекли океаны. История попала в газеты и на экраны телевизоров в странах, где никто никогда не слышал о Кагосиме. И то, что люди видели на этих кадрах, заставляло их замирать и придвигаться ближе к экранам. Это не было просто забавным видео с животным, выполняющим трюки. Это была история о существе, которое живет полноценной, осознанной жизнью. Ходит в магазин, расплачивается за рыбу, носит рюкзак и ориентируется в городском пространстве лучше многих людей. Лала двигалась в своем ежедневном ритме с таким спокойным самообладанием, с такой тихой компетентностью, что зрители по всему миру невольно задумывались. Она не выглядела как животное, которое дрессировали на потеху публики. Она выглядела как очень маленькая, очень достойная личность, у которой вместо рук плавники и которая занимается своими утренними делами точно так же, как и любой другой житель города. Комментарии, которые приходили из-за границы, были единодушны. Лала была умной, она действовала успокаивающе на всех, кто ее видел. Да, она жила необычной для пингвина жизнью, но она процветала в ней. В конце концов, она сама выбрала этот путь. Она посмотрела на океан и предпочла ему этот уютный мирок с рюкзаком и добрыми соседями. Глядя на нее, люди осознавали простую, но глубокую истину. Принадлежность к какому-то месту — это не всегда вопрос происхождения. Иногда это вопрос решения. Решение остаться там, где тебя ценят. Японское телевидение дало ей несколько прозвищ. Пингвин на посылках, гениальный пингвин, птица, которая выполняет поручения. И вся нация, наблюдая за ней, кивала в знак согласия. Да, это именно про нее. Лала прожила с семьей Нисимото 13 лет. Это были годы, полные взаимного уважения и тихой радости. Каждый год, когда наступал сезон линьки, Лала на целый месяц перебиралась в основной дом. В это время она, следуя своим природным инстинктам, почти ничего не ела, и семья просто подстраивала свою жизнь под ее состояние, как они делали это всегда. В остальное же время она занимала свой пост перед холодильником, открывала окна, гуляла до станции и исправно посещала рыбную лавку в своем маленьком рюкзачке. Она предлагала семье то тихое, надежное товарищество, которое сделало ее абсолютно незаменимой. В 1996 году Лала ушла из жизни. Причиной стала пневмония. Ей было 13 лет, солидный возраст
для такого долгого и необычного пути. Семья Нисимото не стала ничего менять в ее комнате, сохранив ее ровно в том виде, в каком она была при жизни их любимицы. А улица, по которой она проходила те самые 400 метров сотни и тысячи раз, чувствуя, как рюкзачок Спингу мерно покачивается на ее спине, была официально названа в ее честь. Она называется Лала-Эл-Стрит, улица Лалы. Это название сохраняется и сегодня, спустя 30 лет после ее ухода. Некоторые присутствия в нашей жизни слишком велики, чтобы просто исчезнуть с физической смертью. Некоторые существа оставляют в пространстве настолько глубокий след, что само место продолжает помнить их. Лала, пингвин, пришедший из моря и отказавшийся туда возвращаться, построила себе жизнь, настолько наполненную теплом, индивидуальностью и тихим чудом, что в нее влюбилась целая страна. Ее никто не заставлял ходить по поручениям. Ее не дрессировали с помощью наказаний или уловок. Она просто наблюдала за тем, как устроена жизнь в доме Нисимото, решила, что этот порядок ей понятен и близок, и стала участвовать в нем на своих собственных условиях, в своем собственном темпе и в своем собственном маленьком рюкзаке. Старшая дочь Нисимото все еще хранит надежду назвать своего ребенка в честь Лалы, передавая эту искру памяти следующему поколению. В рыбной лавке до сих пор помнят ее вкусы и то, как она важно ожидала свою порцию сардин. А где-то на тихой улице в Кагосиме соседи до сих пор пересказывают истории о тех утрах, когда они стояли у своих ворот с садовыми шлангами, охлаждая пингвина, спешащего по семейным делам. Они рассказывают об этом так, будто это было самое естественное событие в мире. И, наверное, в этом и заключается главная ценность истории Лалы. На протяжении нескольких прекрасных лет в одном маленьком японском городе это действительно было самой естественной вещью на свете. Человек и природа нашли общий язык не через подчинение, а через простую симпатию и взаимное признание права быть собой. Лала нашла свой дом, и этот дом ответил ей взаимностью, которая пережила десятилетия.